I'm very pleased to come back to lead this time second level of our training on the. Я очень рад снова оказаться здесь и преподавать этот второй уровень нашей программы. I understand it's important for you, important for me. We give a lot of importance to this program, and this is one of the reasons why we are here. И это важно для меня, это важно для вас. Мы придаем такое серьезное значение этой программе, поэтому мы здесь, поэтому мы собрались, чтобы продолжить. I trust your good heart. Я доверяю вашему доброму сердцу. I think we are here definitely with a good heart. И я думаю, что все мы собрались здесь именно по зову такого доброго сердца. Though whatever we're going to engage or be doing in this few days of the second level of practice is not yet commenced, but there's a tremendous amount of good heart involved. И хотя то, что мы будем делать, то, что мы будем изучать и практиковать в эти грядущие 4 дня на втором уровне программы, еще не началось, да, мы еще не делаем это, но то, что в нас уже есть на начальном этапе, как основа, это то доброе сердце, с которым мы сюда пришли, которое привело нас сюда. So, even though sometimes it's not very precise, not very clear of our good heart. И хотя порой не очень ясно, не очень четко мы осознаем или выражается вот это вот наше доброе сердце в нас, but there's a general tendency that we have a good heart, we have a kind of feeling of good heart. но общая тенденция доказывает, что оно есть в нас, что оно проявляется в нас, мы движемся в этом направлении. And certainly we are here looking forward to develop this good heart, and I appreciate that you come with a good heart and try to develop from here on how to progress further through the trainings. И, безусловно, мы собрались здесь именно для того, чтобы преуспеть в этой практике раскрытия, проявления этого доброго сердца, и этим мы займемся, и это именно тот фундамент, его проблеск, как бы, да, или его такое интуитивное ощущение присутствия или зов в нас, это и есть тот фундамент, от которого мы будем отталкиваться, та основа, которая позволит нам практиковать. I would like to today briefly touch and refresh our first program, just to remind ourselves and to be in the mood, to be in the momentum to go forward. И сегодня я хотел бы начать с того, что освежить в вашей памяти ключевые моменты программы первого уровня, чтобы мы как бы вошли в этот поток, в это настроение, да, и подготовленные, уже настроенные перешли бы к упражнениям второго уровня. Good. Actually, today you may have seen some new things here been set up on the altar. Сегодня вы видите здесь кое-какие новые предметы вместо привычных на алтаре. During our first level of training, there was nothing. It's just plain, very simple, nothing set up. На первом уровне вы, наверное, заметили, что ничего особенного на алтаре не стояло вовсе, не было никакой специальной такой инсталляции, каких-то особых объектов. Because in the first level, it's more about getting in touch with the basic goodness and actually how to carry that basic goodness in terms of our body. Потому что первая программа или первый уровень, он больше работал с тем, как войти в контакт, как установить связь со своим внутренним добром, внутренним благом, и как научиться проявлять его вовне, демонстрировать его вовне через свое поведение на телесном уровне.
So it's dealing with the more relative world, the external relative world. И относилось это больше к такому условному внешнему миру. Now, through our first training, we are supposed to have already gone through the development connecting to our... Yes, so during the first level of program, it's more about introducing to the basic concept of the goodness, first of all. Итак, первый уровень программы был в основном посвящен как раз знакомству с с этим основополагающим благом или добром внутри нас. Because, as I've also talked during the first level, that the basic goodness is a concept, is the idea, which is not particularly linked to any kind of religion or Как я formats. уже часто упоминал на первом уровне, это основополагающее добро или благая природа, сокрытая глубоко внутри нас, это не является, сама идея или концепция этого не является принадлежащей эксклюзивно какой-то одной религии, вероучению. It is a universal view of the warrior's path that there's a basic goodness in all beings. И это такая универсальная или вселенская идея, принимаемая всеми, что, как говорит путь воина, что все существа обладают этой благой природой, это их основа. Therefore, because there is a basic goodness, thus one cannot become one's own threat. И поэтому, коль скоро в нас присутствует и во всех существах присутствует это внутреннее добро, мы не можем стать по-настоящему врагами самих себя. Since the basic goodness prevails in all of us, thus our true heart, genuine heart, could only be of a gentle and kind heart. И коль скоро природой нас является вот это добро или благо, наше подлинное сердце, то есть полностью открытое, обнаженное сердце, будет обладать именно таким же качеством, будет добрым, будет любящим. A gentle and kind heart could never be threat. А мягкое и доброе, любящее сердце не может представлять угрозу никому. Now, as we can understand, as we can connect to that real, genuine heart of goodness, so we can also afford to relax when we relate to outer world. И коль скоро мы можем войти в контакт, связаться, ощущать это доброе сердце глубоко внутри нас, мы сможем расслабиться в этом переживании собственной благости, нам нечего бояться, нету врага внутри, и соответствующим образом относиться уже к миру, взаимодействовать с миром. Since the outer world contains also this basic goodness, the sense of goodness in the nature, in all beings as well. Thus the world that we live in, the world we come into contact with, is also not a threat. И внешний мир, он также не является угрозой, он также не является враждебным. Почему? Потому что все, кто населяют его, все живые существа, обладают в точности такой же благой, доброй внутренней природой, как и мы сами. Поэтому потенциально, в основе его нет угрозы. As the world we live in is not a threat, so therefore we can, make it into a working situation. Everything is workable. И поскольку в основе своей, в фундаменте своем внешний мир не является враждебным, не является угрозой для нас, мы можем любые ситуации, любые обстоятельства сделать рабочими. Мы способны будем справиться с ними. Fear of threat is deeply rooted in not being able to connect to our basic source of gentleness, to our basic source of a genuine heart of goodness. И страх всевозможных угроз, всевозможных опасностей, он как раз проистекает из этой печальной неспособности нас вступить в контакт, связаться, ощутить эту свою внутреннюю природу благости. Thus we carry a constant sense of threat, a constant sense of suspicion to ourselves and to the world. И мы всегда пребываем в таком состоянии, в таком настрое подозрительности, угрозы, опаски относительно самих себя, относительно внешнего мира, других существ. Therefore, everything becomes a serious matter to us. И поэтому все для нас вокруг становится таким серьезным и очень мрачным. As everything becomes a serious matter to us, what we lose
sense of humor. И поскольку все становится таким серьезным и сложным и непростым, да, мы теряем важное качество, это чувство юмора. The goodness of life, И благость жизни, да, или joy of life, удовольствие от жизни, the meaning of life. и смысл жизни. However, such a goodness, cannot be only coming from outer sources, external sources. Однако такое добро и такая благость, они не могут проистекать и приходить к нам лишь из каких-то внешних источников, извне. Such a goodness must first begin from within ourselves. Изначально такая благость, такое добро должно излиться из нас, то есть быть обнаружено в нас, происходить оттуда. If someone gives us a sugar, as I said before, Как мы использовали пример, аналогию с сахаром, если кто-то дает нам сахар, we must also have the capacity to appreciate, to enjoy the sweetness of the sugar. у нас самих или в нас самих должна присутствовать способность или возможность ощутить его сладость, пережить ее. That capacity to appreciate the sweetness of the sugar cannot be imposed by others on us. И эта способность пережить или вкусить сладость сахара, она не может быть привнесена из нас кем-то привнесена в нас кем-то извне, кем-то внешним. Она должна быть в нас. Similarly, when someone smiles at us, we appreciate that smile. И таким же образом, когда кто-то улыбается нам, мы оцениваем эту улыбку, да, мы радуемся ей. We can appreciate such smile because we understand ourselves what smile is. Мы можем оценить эту улыбку и порадоваться ей, потому что мы сами понимаем, что такое есть улыбка. Suppose there's never a capacity within us to actually smile. See, then even if somebody smiles to us, it will not make an impact on us. Представьте себе, если вы понятия не имеете о том, что такое улыбка, и сами никогда не улыбались, если кто-то будет улыбаться от вас, улыбаться вам, какую реакцию это может вызвать, какое будет ваше отношение, сможете ли вы оценить и порадоваться ей? When I say smile, it's a genuine smile I'm speaking about. И когда я говорю улыбка, здесь я подразумеваю искреннюю такую теплую улыбку, Not commercial smile, не такую коммерческую натянутую улыбку, of diplomatic smile. Diplomatic smile. такую дипломатическую, да, улыбку. A genuine smile touches us somewhere. Искренняя улыбка, она касается нас где-то глубоко внутри, да? Nobody Трогает нас. ever disappreciate, or what do you call it, unappreciate. Yeah? Nobody ever unappreciate a genuine smile. A genuine smile is a form of a communication that touches, that directly touches our heart. Невозможно представить себе кого-то, кто бы не оценил, кто бы не порадовался теплой, искренней улыбке, действительно искренней улыбке, демонстрируемой ему или ей, потому что они действительно касаются где-то глубоко внутри нашей сущности, нашего сердца и вызывают теплую реакцию. It is not at all complicating. It's something very simple as a genuine smile, how it touches us. The very fact that a genuine smile touches us somewhere shows that there is somewhere in ourselves a potential, a capacity to appreciate such smile. Это такой простой, доступный всем для понимания факт, что простая искренняя улыбка способна произвести такой эффект на людей. Здесь не требуется каких-то особых доказательств, логики и прочего. Это очевидно для всех. И это является таким очень базовым, тоже неоспоримым доказательством того, что в нас, воспринимающих и радующихся этой улыбке, присутствует некое внутреннее благо, с которым эта улыбка, искренняя и теплая, может войти в контакт, что что-то там отзывается глубоко на эту улыбку. So, the first step, therefore, is to connect to, within ourselves, connect to that, the genuine heart of goodness, so that we are open enough to feel the goodness around the world. И поэтому первым шагом в практике должен быть контакт, установление контакта или связи, близкое знакомство с этим внутренним благом, с этой нашей доброй природой. Потому что чем больше мы ее откроем, тем больше мы сможем ею воспринимать благость мира, да, добро мира. Это у нас будет такой рецептор. And this is what the practice we've been introduced during the first level, and that is also called the view of the warrior. See,
the fundamental view of the warrior is that no matter how situation seems to be at this very moment of our life, beyond that is this genuine heart of gold, heart of goodness. И именно этим мы примерно занимались на первом уровне, пытаясь установить связь, ощутить эту внутреннюю природу, благую природу внутри нас. Это называлось обретением воззрения воина, которое можно сформулировать вкратце так, что невзирая на то, что бы ни происходило вокруг нас, как бы ни складывалась жизнь, ситуации, взаимоотношения, всегда за этим фасадом присутствует некое основополагающее благо, добро, и нет, соответственно, поводов для пессимизма, уныния и так далее. Everything else in life begin to make sense, see, when we begin to connect to this basic goodness. И когда мы начинаем входить в контакт с этим внутренним основополагающим благом в нас, тогда все в жизни начинает обретать иной смысл. And then such the path of this enlightened warriorship is prevalent in the ancient society, ancient civilization as well, in many parts of the world. И подобные принципы просветленного воинства являлись доминирующими принципами устройства социума, устройства обществ в различных культурах, в различные исторические эпохи. As long as human society exists, we learn of stories, histories, where certain small pockets of the people actually did try to embrace this basic goodness. И изучая историю столь долго, сколь простирается в глубину веков история человечества, мы находим примеры этому, мы находим примеры того, как там или сям в разных культурах, в разных уголках, в разные эпохи возникали какие-то такие заводи, да, или какие-то такие группы в цивилизации, в человеческом мире, где люди, объединившись в группы или живущие в каком-то социуме, пытались применять на практике, воплощать вот эти принципы просветленного воинства и организовывали свою жизнь сообразно. In certain parts of the world, in the past, there has been also a society based on the model of enlightened society. И существовали в прошлом также общества, которые пытались сформироваться или как бы функционировать на основе просветленных идей или быть просветленными сообществами. When the entire model of the society, the development of society, is based on the idea of a fundamental view that there exists a basic goodness in all of us. И говоря простыми словами, это были общества, которые принимали эту истину и действовали и жили, руководствуясь ей, о том, что во всех членах этого общества в равной мере присутствует некая благая, совершенная или добрая природа. Such society provides a lot of inspiration and courage, as well as, you see, example of how to lead a regular life, with sense of wisdom and sane wakefulness. И подобные общества и те исторические примеры, которые доходят до нас из глубины веков, являются очень таким серьезным, вдохновляющим фактором и реальным примером того, как можно устроить жизнь группы людей, жизнь общества на принципах добра, справедливости, и как сделать эти общества действительно живыми, действующими, функциональными проявлениями такой просветленной мудрости и такой просветленной пробужденности или осознанности, как жить осознанно. There has been certain emperors' time in the ancient China, also based on the model of enlightened warriorship. В Древнем Китае некоторые императоры также пытались строить социальную жизнь, общество на принципах просветленного воинства. We have also stories of King David as one of the examples. Царь Давид также является примером таких действий. Then there is the Shambhala also, which is a mythical kingdom, as some of you may have read about. Мистическое королевство Шамбалы, о котором, наверное, многие вы слышали, читали. Shambhala is an existing, living kingdom at this very moment, somehow a bit more mythical in a sense that it's not visible to the common eyes. But the whole society is supposed to be right now living on the
model of enlightened leadership, enlightened society. Это просветленное царство или королевство, которое присутствует прямо здесь и сейчас, но на каком-то другом измерении и недоступно нашему физическому восприятию. Именно так описывается Шамбала, и описывается она как общество, построенное на просветленных принципах, на принципах просветления и являющееся таким образом просветленным обществом. So what we're talking about here is actually talking about human wisdom. See, it's about human dignity, human confidence. This is all what we're talking about. Therefore, it does not belong to one culture particularly. It doesn't belong to one tradition particularly. It is a universally embraced the values that used to exist from the ancient time till today. И поэтому то, о чем мы говорим здесь, то, что мы пытаемся практиковать, не является лишь сферой какой-то одной религии, одной определенной нации или традиции. Да? Это такая универсальная или вселенская традиция, исторические примеры это демонстрируют. И то, что это возникало в разных культурах, в разных религиозных контекстах, доказывает универсальность и общеприменимость этого. И основывается это не на какой-то определенной догме, да, или вере, но на общечеловеческой мудрости, гуманитарной мудрости, понимании. However, see, there exists a lineage of warriorship. Однако существует и такое понятие, как линия воинов. In Tibet, it appeared during the 10th century. В Тибете, мы говорили, это происходило в районе X века. With the birth of this enlightened king, as we said, enlightened warrior king, King Gesar. И ассоциируется с рождением и восхождением на трон просветленного воина, царя Гесара из Линга. Kingdom of Ling is the kingdom which was founded by the Gesar. И само это царство или княжество Линг, оно было основано этим владыкой, Гесаром. Again, this kingdom of Ling is based on the foundation of the human courage, the one that is based on overcoming aggression and fear. И также оно было основано на принципах человеческой отваги или бесстрашия, преодоления малодушия и страхов. Embracing, human dignity, human confidence, and basic good heart. На принципах человеческого достоинства, на принципах отважного сердца, на принципах доброго, любящего сердца. So this lineage, beginning in the 10th century, came until today. It is very much alive. И эта линия, начавшаяся в Тибете в X веке, живая, продолжалась, непрерывно передавалась и пришла к нам, дошла до наших дней. What you're seeing in the picture here is the King Gesar. То, что вы видите здесь на изображении, это сам царь Гесар. All of the costumes, ornaments, and the form of the Gesar represents the fearlessness. И все его атрибуты, все его наряды, его царственные одеяния, все это является символикой и воплощением бесстрашия его характера. Absence of fear, at the same time abundances in joy in the goodness of life. Отсутствие страха и в то же самое время наполненность, изобилие или богатство жизни в нем, в его действиях. Traditionally, when we think about spiritual path, normally people have the idea of spiritual path being subject to renouncement. Обычно, когда мы представляем себе духовный путь или говорим о духовном пути, картина возникает в уме отречения, да, ухода от мирских благ, ухода от мира. Renunciation is not intended path on this warriorship's, program. И отречение здесь не является частью пути или частью этой программы, того, чем мы занимаемся. In fact, it's more about enjoying without fear, in short, not afraid to be good. И на самом деле этот путь скорее работает с наслаждением или с удовольствием от жизни, с бесстрашным наслаждением. И по сути, опять же, это бесстрашие осознавать или быть благим, бесстрашие быть добрым. Running away from life is also a fear. Потому что бегство от жизни как таковое тоже является проявлением страха.
overindulgence is also fear. И также потакание своим желаниям и страстям – это тоже проявление страха. When someone is engaged in overindulgence, there's actually no joy. Когда кто-то потакает и становится рабом своих страстей и желаний, и в этом на самом деле мало радости, мало счастья. There's constant pressure to maintain, to upgrade. И в уме присутствует постоянное давление, постоянный прессинг поставки новых наслаждений и постоянного апгрейда, да, такого расти до чего-то нового, что-то новое приобретать, испытывать. So the point is to be able to enjoy, see, without any sense of inhibitions, without any sense of fear of what we have at this moment right now. И суть в том, чтобы научиться получать максимальное удовольствие и наслаждение, бесстрашно наслаждаться тем, чем мы обладаем, что у нас есть в данный момент. Rather than dwelling our ideas, dwelling our mind on what we don't have. Вместо того, чтобы фокусировать свой ум на том, чего нам не достает, чего нам не хватает и надо достать. So many of us live on what we don't have. Большинство из нас, или столь многие из нас, живут как раз именно тем, чего у них нет. So what we miss is enjoying at this very moment of what we have. И занимаясь этим, мы теряем наслаждение от того, чем мы реально обладаем в данный момент. So if we dwell on the idea of what we don't have, see, then life is always miserable. Если мы, так сказать, селимся, да, ментально в этой идее дефицитарности, да, того, чего у нас нет, и живем постоянно в этом, тогда мы теряем счастье от того, что у нас есть. Мы не можем быть счастливыми сейчас и постоянно вот в неудовлетворенности. There's always a kind of something is missing. И всегда идея где-то фоном идет, что чего-то мне еще не достает. That something is missing is a feeling of a miserable state. А это ощущение чего-то мне не хватает, это и есть, по сути, да, некое переживание ничтожности, да, или переживание несчастья. It prevents us, see, from being able to enjoy, relate to what we have right now. Это препятствует нам получению удовольствия, наслаждению тем, чем мы обладаем прямо сейчас. So you can see at the picture of the Gesar, what it manifests is enormous sense of grace, dignity, elegance, as well as you see wealth, fortune, prosperities. И если вы посмотрите внимательно на картину, на изображение Гесара из Линга, вы поймете, что собой символизируют все эти вот царственные регалии, да? Это воплощение его изящества, элегантности, достоинства, бесстрашия, наслаждения жизнью, всех вот этих вот качеств. So this kind of teaching or the path took root in Tibet around the 10th century and spread to other parts of the Central Asia as well. See. И этот путь или эта традиция родилась в Тибете в районе X века и затем распространилась на другие области и земли в самом Тибете, также и в некоторые области Центральной Азии. Today, in many parts of the Central Asian countries, we can still, we can still hear and see the connections of the Gesar in the cultural form, in the historical form, as well as in the practical, part of the warships form. И до сих пор в различных странах, центральноазиатских странах и регионах, мы можем встречать следы вот этой вот традиции на культурном уровне, на уровне эпоса, да, на уровне памяти народа, на уровне организации каких-то принципов, организации общества, практики вот этого просветленного воинства. То есть следы этого ощущаются. Then you see the swords and the bows and arrows. This represents the state of fearlessness. И вот этот меч и лук со стрелой, который присутствует на алтаре за мной, это как раз символы такого бесстрашия. Cutting through our fear, cutting through our aggressions. Прорыв через или прорубание, да, как бы рассечение нашего страха, нашей боязни, нашей агрессии. It's not like an altar, we would say traditionally, but it's a symbol of a link, of a commitment to the lineage. И это не внешние атрибуты, не внешние воинственности, но атрибуты принадлежности к внутренней традиции, к линии передачи учения. It is important that
human wisdom, they must have a human lineage as well. Коль скоро это мирская или человеческая мудрость, да, очень важно также, чтобы она принадлежала некой живой людской, да, человеческой линии, чтобы кто-то ею жил и передавал ее поколениям. Thus, I felt is a right way to present the picture as well as some form of the objects here as a reference to our lineage during this second part of the level of training. И поэтому я посчитал, что будет уместно на вот этом втором уровне нашей программы «Пути воина» иметь здесь эти ритуальные предметы, да, или символические предметы, как некую связь между нами и вот этой живой линией, пришедшей к нам из глубины веков. We will, of course, certainly be speaking more about this as the day goes by. И мы более детально поговорим, рассмотрим все это, когда будем продвигаться вперед. So this lineage is the currently now my father, who happens to be the lineage holder, is the one who transmits that lineage to me. И на сегодняшний день держателем такой линии является по стечению обстоятельств волею судеб, да, мой отец, который и передал эту линию также и мне. So there is not just training in the sense of what you call in the sense of study or in the sense of a course, normal courses, what we do, but there's also a sense of connecting to a lineage. И поэтому то, что здесь происходит, это не просто какое-то формальное такое общеобразовательное мероприятие, да, некий тренинг или упражнение. Это также вхождение вас в контакт с живой традицией передачи, пришедшей из древности. Now, within this entire cycle of the path of enlightened warriorship, there's the two parts. И как я уже говорил, на пути воина, в общем этом цикле практик воина существует две основных фазы или два основных элемента. One part is the most secular part, which I call it secular because it really deals, beyond culture, beyond nationality or religion as such. It deals directly to the, human heart or human wisdom. Therefore, I call it secular. Первая часть, я для удобства называю ее светской частью или мирской частью, она как раз такая надкультурная, наднациональная, надрелигиозная. Она не обусловлена рамками какой-либо из этих, так сказать, формаций, религии, культуры, языка, нации и так далее. И она работает в основном с вот этой общечеловеческой, базовой или основополагающей внутренней природой, благостью. Even though there's still sense of lineage very much present. Хотя и в ней также довольно четко ощущается присутствие линии передачи. This is to ensure us, ensure us to build confidence on the path that we are following is not just made up by just somebody that we don't know. See? It's something tested. Well-established lineage coming from ancient time till today. So it's the ancient wisdom applicable for modern world. И присутствие вот этого ощущения живой линии передачи учения, пришедшей из древности и передававшейся мастерами, оно присутствует здесь для того, чтобы уверить нас и для того, чтобы гарантировать нам, что то, чем мы занимаемся, это не есть какой-то самиздат, да, придуманный кем-то недавно для каких-то целей, а есть действительно живая, аутентичная, подлинная традиция реализации, которой мы занимаемся, в рамках которой мы упражняемся. So, this first part in the secular level, a secular part, there are these three levels as we are going to do. We are just entering into the second level. This three level consists of the secular part of the enlightened warriorships. И также мы говорили о том, что вот первая из этих двух частей, более светская такая или мирская, состоит в свою очередь из трех элементов. Now, it can be, of course, spiritual in the sense it connects to our heart. Конечно, можно называть ее духовной, поскольку работает она с тем, что вводит нас в контакт, в связь с сердцем, да? Yet it does not conform to any particular religious setup.
Но с другой стороны, она не описана в ключе или она не втиснута в рамки какой-то конкретной религиозной системы, да? Thus, if some of you may have doubt, may have difficulty in probably thinking that this may be requiring oneself to become Buddhist, И если в ком-то из вас есть опасения какие-то или сомнения, что занимаясь этим или принимая это, вы каким-то образом становитесь буддистом или приближаетесь к буддизму, this is not at all the case, so you can это relax. совсем не так, и здесь можно расслабиться спокойно. The interest of this path is to make us a more better human being. И